Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Вот и закончились каникулы, и я снова с вами. Для начала я хочу показать столик на кухне, который я успела сделать еще до Нового года. Облагораживание кухни я начала со стены, нанеся на нее штукатурку в виде кирпичей. Ссылку на видео можете увидеть сверху, в подсказке, и, конечно же, оставлю ее в описании. Половину стены мне еще предстоит сделать. А пока я решила сделать столик около окна, чтобы у меня было больше рабочих поверхностей, которых мне так не хватает, пока мы не купили новую кухню. Про процесс я расскажу чуть позже, а пока хочу поделиться своими впечатлениями, составленными за почти 2 недели пользования. Несомненно, удобно, что стол дает большую поверхность для готовки и для хранения кухонной утвари. Но оказалось, что это не так уж и удобно. Я так мечтала о столе около окна, ведь там светлее всего, и в окошко можно смотреть. Но есть пара минусов, которые заставили меня задуматься, стоит ли новую кухню делать там же. Во-первых, весь теплый воздух от батареи не поднимается к окну, как я думала, а выходит по большей степени через полки. То есть хранить там продукты или крупы будет невозможно. И кроме того, дотягиваться до окна намного труднее, по крайней мере до моего, потому что столик 45 сантиметров и подоконник 37, и это уже расстояние приличное. Ну и в окошко вниз тоже посмотреть не получится. Так что я рада, что смастерила этот временный столик, да кому же еще и бесплатный, и проверила свои ощущения. Теперь кратенько расскажу про процесс изготовления стола. Идея изготовления пришла, когда соседка отдала нам целую кучу материалов бесплатно, в том числе бруски и фанеру аж 1,5 сантиметра. Спасибо ей огромное. Так как я не специалист и инструментов, а также места для изготовления полноценной мебели у меня нет, я решила делать столик на уголках. Я уже делала стеллаж на уголках, правда не из дерева, но держится вполне неплохо и служит мне до сих пор. Ссылка также в описании и в подсказке. Итак, прикупила уголков и приступила к изготовлению. Вообще думала, что столик сделаю за день, но из-за отсутствия опыта, видимо, делала его 3 дня. Сначала определилась с размерами, потом напилила ножик и перекладин, отшкурила торцевые части и покрасила все белой разведенной краской, потому что не хотела чисто белого цвета, как в больнице. Мне хотелось, чтобы дерево проглядывало. И потом все покрыла лаком. Как высохло, прикрутила уголки, начала сборку. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Тонкие бруски начали трескаться. А переделывать мне было все это неохота, да и некогда. Поэтому шурупу я вкрутила не до конца, и поэтому столик теперь немного качается. Но так как он стоит зажатый между столиком и холодильником, мне это особо не мешает, да и к тому же он временный. Самое сложное оказалось отпилить фанеру, так как лист 1,5 на 1,5 и толстый. В общем, в одиночку я его еле закинула на стол и там уже пилила, подставляя под свешивающийся край все, что можно. В общем, было весело. Напилила сразу и столешницу, и полки, отшкурила как следует с одной стороны, покрасила также разведенной краской и сверху все покрыла акриловым лаком. Все осталось у меня сохнуть. Полки сразу тоже прикрутила на уголки. В общем, быстро сказка сказывается, как говорится, а времени и сил я на столик потратила прилично. Но зато теперь у меня есть места для хранения и готовки. Кстати, на этой столешнице замечательно теперь снимать видео. И есть время подумать, хочу ли я на том же месте новую кухню. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр. Всем творческих идей и сил на их осуществление.